Рекомендации по выбору сварочного полуавтомата. Перед тем, как записать это видео, я посмотрел много YouTube обзоров, посмотрел статьи в Яндексе, в интернете, что же пишут мои коллеги, да не только коллеги, да вообще все подряд по поводу, какой же сварочный полуавтомат купить для дома, для дачи, там на 200 ампер китайского производства. Первое, что я увидел, хотел небольшую такую ремарочку ставить. По поводу YouTube, что я увидел, то что многие пользователи, грубо говоря, купили какой-нибудь аппарат Сварог, либо Аврора, Аверман, поработали 1,5 месяца и сразу же снимают видеообзоры и рассказывают свои рекомендации. Первое, что нужно сделать по выбору сварочного полуавтомата. В общем, профессионалов в интернете куча, я смотрю. Таких профессионалов, которых любители, я бы их так назвал. Естественно, есть хорошие, достойные видео, где все по полочкам раскладывают. На что нужно делать акцент, на что нужно обратить внимание, какие плюсы, минусы, там, характеристики и так далее. Но таких видео мало. Также, экспертов там в интернете очень-очень много, сразу же говорю. Многие также советуют то, что первым делом звоните не в сварочные фирмы, а звоните в сервисные центры и узнавайте, какие больше всего аппараты сварочные ломаются. Я считаю это неправильно. Любое сварочное оборудование ломается. Это если привести пример, я не знаю, Mercedes. Если приехать в сервисный центр Mercedes, мы там увидим одни машины Mercedes. И значит что, все они ломаются, что ли? То же самое, не знаю, с Kia Rio. Если приехать в сервисный центр Kia, мы увидим одни Kia. Что теперь? Все Kia Rio вообще теперь не брать, они все ломаются. В общем, это такая не сильно, на мой взгляд, хорошая рекомендация. Опять же, сервисники вам скажут, что какое оборудование действительно хорошее, достойное, какое оборудование сделано качественно, какой заводской Китай, какой ширпотребный Китай. Да, они могут сделать эту рекомендацию, но по оборудованию, просто та же, допустим, Ресанта, она на рынке очень сильно распространена, и, естественно, в сервисных центрах большое количество сварочного оборудования Ресанта. И что теперь делать вывод, что оно только и ломается? В общем, про эту рекомендацию все. Теперь не про рекомендации, даже про эту историю. Теперь про Яндекс хотел сказать. Вот вбиваю я в Яндексе купить сварочный полуавтомат, либо выбрать сварочный полуавтомат. И мне сразу же выскакивают всякие рейтинги, топ-10 рейтингов, топ-10 отзывов, какой сварочный аппарат лучше. Но я-то это прекрасно понимаю, что все, допустим, на первых 10 страницах Яндекса, которые открываются, очень много SEO, очень много рекламы, очень много маркетинга. И крупные фирмы, которые занимаются поставками сварочного оборудования, они платят большие деньги, чтобы они там высвечивались, чтобы их сварочное оборудование было в этих рейтингах. Если почитать эти рейтинги, эти отзывы, там полная ерунда. И сразу же видно то, что пишут не профессионалы, а маркетологи. Я бы не стал, этому очень сильно уделять внимание. Где-то на странице, на 2, на 3, на 5 уже есть нормальные советы, рекомендации от хороших специалистов по выбору. Вернемся давайте все-таки к выбору сварочного полуавтомата. Вот у нас задача. Китайский полуавтомат на 200 ампер, бюджет примерно 35 тысяч рублей, плюс-минус, я сейчас все говорю условно. Первое, что это по поводу ампеража. Естественно, нужно брать на 200 ампер, не 270. 270 это, физика дает свое, и невозможно с однофазной сети 270 ампер выжить. Не 160, не 140 ампер, не 120 ампер, а берите именно на 200 ампер. Минимум хотя бы 180, 180 тоже вам подойдет. 180 ампер вполне достаточно. Ориентируйтесь все время. Полуавтомат сварочный на 200 ампер, может 220. Главное, чтобы плюс-минус 200 было. Основное это 200 ампер было. Вторая рекомендация основная. Это по поводу инверторов. Берите, естественно, инверторный сварочный полуавтомат. Не трансформаторный, не тиристорный, не выпрямитель, не еще что-то там такое. Потому что у всего этого оборудования есть свои плюсы и минусы. Но у инвертора гораздо больше плюсов. Это качество дуги, это качество самой сварки. Это регулировка параметров и режимов при сварке. Дуга у вас будет гореть лучше, стабильнее, меньше будет разбрызгивания. В общем, берите только инвертор. Да, трансформаторы были актуальны лет 10 назад, и они прослужат 100 лет, и они весят по 100 килограмм, и они практически не ломаются, и ломаться нечему. Но качество сварки у них совершенно другое. И электричество он у вас сожрет очень-очень много. Берите именно только инвертор. Тем более сейчас на рынке сварочного оборудования, 90% это инверторного сварочного оборудования. Про китайское мы сейчас говорим. Дальше, следующая рекомендация. Берите сварочный полуавтомат
именно с синергетикой. Синергетика очень крутая штука, я записывал отдельное видео, сейчас я подвожу ссылку, ну или в конце этого видео будет ссылка про синергетику. Что это такое? Берите синергетика, это очень-очень удобно. Синергетикой пользуются как профессионалы, так и новички. Но это реально удобно. Посмотрите вот следующее видео потом про синергетику, что же это такое. Теперь по поводу комплектации. Сейчас комплектация, ну, примерно плюс-минус у всех одинаковая. Если раньше мы лет 10 назад видели то, что либо у европейского сварочного оборудования там отдельный источник питания, отдельно горелка, отдельно кабель масса, то у простых китайских полуавтоматов на 200 ампер сейчас уже все в одном сразу же есть. Но тут нюанс заключается в следующем. Там горелки плюс-минус везде одинаковые. За такой бюджет, тем более 35 тысяч рублей. Кабель массы плюс-минус везде тоже одинаковый. Не будем на этом акцентировать внимание. Конечно же, охота, чтобы были дополнительно у нас такие аксессуары, как ролики, различные каналы, может расходка на горелку, различные ключи. Чтобы это просто элементарно было к допам шло, к сварочному аппарату. Это просто приятно. И по поводу горелки, не берите встроенную сварочную горелку. Это, опять же, это можно снять отдельное видео. В общем, встроенную горелку не берите, она не стоит того. Берите горелку с евроразъемным, с стандартным евроразъемом, которая съемная, которую можно заменить, которую вы потом можете и там 4-метровую, и 5-метровую поставить горелку. Теперь по поводу длины горелки. Стандартная горелка, которая идет в 200-амперном полуавтомате, это 3 метра. Вам этих 3 метров спокойно хватит. Вы поработаете месяц-два, и если для ваших задач нужно будет 5 метров, вы отдельно купите 5-метровую горелку, вставите и будете работать. Либо купите специальную себе горелку, уже использованием для сварки там алюминия, вы вставите туда тефлоновый канал, наконечники поменяете, у вас будет просто отдельная горелка для алюминия, там, не знаю, другой длины, может такой же длины. В общем, это я сейчас говорю к тому, что берите именно горелку, которая съемная, которую можно заменить, которую можно, ну, как сказать, с евроразъемом. Дальше рекомендация. Смотрите, чтобы была регулировка индуктивности. Индуктивность очень важный такой параметр в сварке. Это как капля электродного металла попадает у нас в саму сварочную ванную. Есть такая метафора. Можно, допустим, взять камень, перед нами лужа, берем камень, и мы можем аккуратненько камень положить в лужу, и брызг будет минимально. И звука практически там не будет, но звук тут не важно. А мы можем камень со всей силы швырнуть в лужу, и он пробьет очень-очень, как сказать, он уйдет очень-очень далеко, и будут большие брызги. Это сейчас такая метафора к индуктивности. Индуктивность — важный параметр. И при сварке вы поймете, что это такое. Есть такое, опять же, понятие на слух. Кто-то там говорит мягкая дуга, жесткая дуга. И с помощью индуктивности, с помощью этой регулировки вы как раз будете настраивать те режимы, которые вам именно нужны. Вот я сам постоянно пользуюсь и с энергетикой, и регулировкой индуктивности, потому что сварочные материалы постоянно разные, хотя вроде бы проволока одна и та же, это и металл постоянно разный, да, им там много-много факторов, на что влияет. Индуктивность реально помогает. Дальше. Ролики. Какой лучше брать, 2-роликовый или 4-роликовый? Конечно, лучше 4-роликовый механизм подачи проволоки, но за бюджет 35 тысяч рублей на 200 ампер 2 ролика вполне достаточно, вполне их хватит, и они справятся со своей задачей. И там, не знаю, 95% полуавтоматов на 200 ампер, они рассчитаны на 2-роликовый механизм подачи проволоки, и вам его вполне хватит. Если есть, ну хотя есть модели 4-роликовые, если есть 4-роликовый, да, это хорошо, ну какого-то там вау-эффекта и какого-то там производительности, лучше качества сварки или еще чего-либо, нет, вы такого не добьетесь, естественно, ну, с 4 роликами. Да, он получше, но не так сильно это влияет. Дальше. Смотрите, чтобы была цифровая индикация, чтобы у вас не были крутилки, и там непонятно, что мы крутим, там, я не знаю, в попугаях, а чтобы у нас были там скорость подачи проволоки, амперах, либо в метр в секунду ампераж, либо напряжение, регулировка, и чтобы у нас была именно цифровая индикация, чтобы вы видели, прямо перед вами был дисплейчик маленький такой, или там у нас просто отображались параметры, там 100, не знаю, 50. В общем, это очень-очень удобно. Это гораздо удобнее, чем простые крутилки. Это элементарно, чтобы запоминать самому там, на будущее, не знаю, при выполнении других задач, при корректировке. Там у вас новая проволока появилась, либо новый материал, он чуть потолще или еще что-нибудь, либо газ у вас там изменился, вы перешли с СО2 на смесь. В общем, цифровая индикация, она гораздо удобнее, чем простые крутилки, чем простые тумблеры, потенциометры.
Смотрите, чтобы была смена полярности, чтобы у вас была возможность сварки порошковой самозащитной проволокой без газа. Это очень-очень удобно. Опять же, повторяю, сейчас катушек много продается, там килограммовых, 5-килограммовых для сварки без газа. Когда вы можете просто выехать в поле, у вас генератор, у вас сварочный полуавтомат, вы зарядили эту проволоку и начали сварку без газа. Газ вам не нужен. Также моя рекомендация, это смотрите потому, чтобы полуавтомат был хотя бы либо 2 в одном, либо 3 в одном. Я имею в виду универсальный. Ну, хотя бы 2 в одном. Это полуавтоматическая сварка плюс ручная дуговая. Если есть еще плюс аргонно-дуговая сварка, ну, там она обрезанный функционал, ну, возможно, там раз в год вы ее используете. Но желательно, чтобы была просто еще дополнительная функция ручная дуговая сварка. Объясню почему. Вот, допустим, вы свариваете в гараже, и у вас тут закончился газ, либо закончилась проволока катушки, и вам нужно ехать в магазин, либо еще куда-либо. Вы просто достаете электроды, стандартную пачку, подключаете держак и доварили то изделие, сделали ту задачу, которую вы хотели. В общем, это просто элементарно удобно, когда у вас автомат, либо полуавтомат 2 в одном, либо 3 в одном, когда есть функция ручной дуговой сварки также. Да, она там может быть урезанная, но главное, чтобы она была. По поводу продолжительности включения ПВ, ну сейчас уже у всех там китайских полуавтоматов 60 ПВ и выше. Не стоит сильно на это обращать внимание. По степени защиты, класс защиты IP21. Если есть IP23 полуавтоматы, берите, конечно, IP23. Чем выше, тем лучше. Также еще большой такой плюс и большая рекомендация, если полуавтомат способен работать с пониженными напряжениями, с большими просадками, там плюс-минус 30, плюс-минус 40%, потому что, как по факту бывает, там в гараже, дома, на даче, да где угодно, сеть постоянно скачет. И сегодня может быть у нас в розетке все 220 вольт, а завтра может быть гораздо меньше, а послезавтра может быть какой-нибудь скачок и чуть больше. И чтобы полуавтомат корректно работал, лучше брать его, естественно, с функцией пониженного напряжения. PFC, полуфактор correction, кто как называет. Ну, прям на коробке и на самом оборудовании это видно, и производитель об этом говорит. Что еще хотел сказать? По поводу гарантии. Да, есть гарантия год, 2, 3, 5. Ну, конечно же, тут как бы разумно и логично. Берите 3 года или 5 лет гарантии. Если производитель дает такую гарантию, это хорошо. Чем больше он прослужит, тем лучше. Естественно, спрашивайте сразу же про сервисные центры. Если что-то вдруг случится, где мне его ремонтировать, что мне делать? Что еще хотел сказать? Да, в принципе, наверное, все. Буду подходить к концу. Также большая рекомендация, вот вам нужен полуавтомат, вы сварки не соображаете. Обратитесь к соседу по гаражу, к соседу по даче. У всех есть знакомые, у кого есть сварщик, у кого есть полуавтомат. Уделите время, час-два, приедьте к нему, посвариваете. Он вам покажет там плюс и минус своего полуавтомата. Потом съездите к другому своему знакомому. У него там немножко поварите, он вам тоже покажет все плюсы и минусы. И уже со всеми этими знаниями, если вам сразу что-то понравилось, вы просто там вбиваете в интернет модель, марку и покупаете. Тут большого ума не надо. Если у вас еще остались какой-либо выбор и сомнения, то приезжайте в те сварочные магазины или фирмы, где есть возможность демонстрации. То есть, где есть демонстрационный стол, где есть оборудование, где вы говорите так и так. У меня там бюджет такой-то, я хочу себе полуавтомат сварочный, можно посмотреть вот этот и вот этот полуавтомат. И при вас там менеджеры, там сварщики, демонстраторы вам помогут, подскажут, настроят, и вы сами поварите этими 3 там полуавтоматами и для себя выберете то, что вам удобнее, комфортнее, легче показалось. Потому что все полуавтоматы выполняют свои функции. Их большое количество брендов сейчас на рынке, вот так вот. Тем более китайских с каждым днем, там, не знаю, появляются с каждым месяцем все больше и больше. Я там 12 лет в сварке, и сейчас, когда захожу в Яндекс, выбор полуавтомата сварочного, вот такое вот количество брендов, которых я, не знаю, там большое количество даже и не знал. Они как на грибах, как грибы растут, эти бренды. Все, если у вас остались какие-то вопросы, то пишите в комментариях, задавайте вопросы. В этом видео я попытался не повторяться, о чем говорят другие блогеры, советчики, там, не знаю, рекомендации. Я делюсь своим опытом, своими знаниями. У меня было в руках, и я работал не на одном, не на 2, не на 3 полуавтоматах, а это десятки. И это там не 10, не 20, а около 50 и больше полуавтоматов. И я знаю, о чем я говорю, я знаю, на что стоит смотреть, на что стоит там обращать внимание и так далее. Тут я сейчас не провожу никакую рекламу, мне там никто не платит, ни Сварог, ни Аврора, ни Старт, там, ни Гроверс. Я там не рекламирую. Вот этот самый полуавтомат, самый лучший в мире, берите его. Нет. Я пытаюсь быть объективным, пытаюсь говорить честно, все как есть. Все, спасибо большое. Всем хорошего дня, до свидания.